Ребят, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня у нас будет обзор на четверку из призыва драгоценной жилы. Это четверочка зеленая, вот такая черепаха Жадуртуа, которая мистически появляется. Значит, ребят, целенаправленно использовал английский перевод сейчас, потому что там немножечко накосячено, но в локализации русской. Поехали. Бесполезный класс мастер битвы. Боец навешивает кровотечение. Ну, для четверок это вообще бесполезняк, если честно. По семье. Семья все та же. Авангард вот этот вот. Ребята создают с определенным там процентом камни. И там разные камни дают разные бафы к нашим ультимейтам. Детально не будем влезать. Конкретно у Жадуртуа есть пассивка, которая увеличивает атаку от его собранных камней на 50%. То есть это один из вид доп плюшки. Это Power Attack, вот это силовая атака, да, которая наносит 400% урона. Вот Жадуртуа наносит не 400, а 450 урона. По статам 753, 582 броня, 1207 хп. Раскидали, забрали с брони, раскидали все это по атаке и хитпоинтам. В принципе, так как это герой атакующий, то ему норм эти статы. Конечно, броньки можно было побольше подвести, но ничего страшного. По эмблемам, ребят, качать, ну, хпшки точно. И в плане вот броня атака там, ну, я бы, наверное, брал, конечно, больше атаку, но броню точно нужно зацепить несколько раз. Я думаю, по ветке там оно как-то плюс-минус получится. Ну, в любом случае, хитпоинты точно надо принципиально увеличить, потому что это четверка как-никак. Значит, ультимейт. Съешь это, точнее, я перевел так, схавай. Средняя скорость маны. Жадуртуа создает один рандомный зеленый камешек, этот усиленный, наносит 200% урона всем врагам. Все враги получают на 20% больше урона 4 хода. То есть это а-ля хрупкость, а-ля... Да, на самом деле это по факту хрупкость, просто по-другому называется. На 20% тоже у четверочек не так уж и много таких героев, которые вешают хрупкость, только синий Ачарн, по-моему, если я не ошибаюсь. И, собственно, если мы будем атаковать врага нашим собранным камнем вот этой силовой атаки, то мы наносим на 50% больше урона. То есть, получается, мы изначально вот этого усиленного камня наносим 400% урона. Сам Жадуртуа имеет пассивку на плюс 50% урона. И еще от ультимейта он наносит еще плюс 50% урона. И все при этом еще и 20% хрупкости. То есть там больше 500% урона, получается, влетает в одно рыло. Важно только понимать, что конкретно этот ультимейт, чтобы его получить, вот эту силовую эту атаку, нужно сначала собрать усиленный камень, а потом зарядить героя. И при использовании ультимейта тогда еще пролетит по врагам. Можно вражеского героя выбирать, кстати, целиться. Только тогда по нему прилетит, собственно, эта ульта. Давайте все-таки посмотрим, как он работает. Вот сюда пойдем. Вот сюда. Да, вот такая команда молодости нашей. Команда рептилоидов. Сразу зарядили Жадуртуа. Хоп. Все. Нанесли по всем урон, ребят. Навешали хрупкость плюс 20%. Что важно, вот, нам нужно за 4 хода сейчас собрать камень. Ну, слава богу, он у нас уже вот есть, видите, зеленый, да. И желательно, конечно же, зарядить его в ближайшие 4 хода. Но мы это будем делать маной. Поэтому давайте. Ну и заодно навесим на кого-то. Ни на кого мы не навесим лечение, потому что у нас фиолетовых героев нет. Все, вот видите, у нас на Жадуртуа появился бафчик на вот этот Power Attack, благословение усиленной атаки. Мы сейчас сделаем, вот так вот сделаем. Разультились еще раз.
Вот. И прилетела у нас еще одна плюшка на 1200 во врага, которого мы выбрали. Соответственно, если мы теперь продолжим и попробуем подогнать еще где-то зеленые камни здесь, чтобы собрать вот этот благословенный камень, я так вижу, что тут у нас будут трудности. Может, только вот так подгоним. Я хочу до конца продемонстрировать. Вот, сейчас мы, кстати, вот, блядь, уже не соберем, ребят. Уже не соберем. Да, уже никак не получится. Ну, да и ладно. Давайте тогда еще просто разок зарядим его. Закрепляем. Наносим урон. Потом собираем наш камень усиленный. Но нам что-то не дают шансов его собрать вообще прям. Чтобы продемонстрировать. Вот, далее. Все, отлично. Мы заряжаемся. Получили на себя бафчик. Видите, такой мечик. Целимся, хотя тут как бы особо целиться и не надо. Мы можем, кстати... мы будем в него заряжаться, да и все. Все, бах-бах, получил доп-плюху. Ну, это прикольно. Я считаю, что это прикольно. Давайте теперь прикинем, где мы можем использовать данного бойца. Ну, для новичков, ребят, для новичков это будет прикольный герой. Очень прикольный. На самом деле для новичков все четверки с этого ивента, с драгоценной жилы, они все прикольные. Они все с средней скоростью маны. Ими и карту, в принципе, неплохо проходить будет. Да, как ни странно. Возможно, где-то даже на войнушках получится их поюзать. Возможно, даже в команде обороны. Ну, лично для себя я бы их использовал чисто по турнирам. Это турниры на всякие там бафы и турниры на быстрой мане. Это прям вообще было бы по кайфу. Плюс турики, конечно, без отхила тоже пойдет. Потому что он наносит хороший урон, этот Джадуртуа. Короче, ну, опять-таки, как для новичков, то, наверное, этот герой где-то на 7,5. Таких честных, откровенных. Хотя, ну, как для четверки это очень хороший показатель. Как для игроков бывалых, у которых уже есть гараж, там им четверки не особо интересны, то это, наверное, там, ну, 6,5-7, не больше. Но лично я получил каким-то образом троих четверок из этой семьи. Я их буду использовать на туриках, я их подкачаю. Конечно, жалко, что без четвертой эволюции это все будет. Эволюции на этих четверок получить крайне-крайне сложно. Душу на них использовать, конечно же, смысла нет, не нужно. Поэтому просто прокачаю их обязательно рано или поздно и буду на туриках использовать. У них вполне интересный геймплей и вполне интересная механика с этими камнями. Поэтому, ну, усредненно я бы, наверное, все-таки 7,5 поставил этому герою. И он вполне себе. Он лучше, чем костяной этот червяк для рыбалки. Хотя у того тоже свои плюсы и минусы. Ну, это отдельный обзор у меня есть. Ознакомьтесь. Поэтому, ребят, где-то 7-7,5. Герой отличный. Поздравляю, если вы его поймали. Качайте обязательно. Он стоит этого. И используйте в ПВПшках и даже на прохождении карты, если у вас еще небольшой пул героев, там проходите всякие ивенты, он там будет хорошо играть. Классный атакующий герой, поэтому вот так вот. Все, всем спасибо за внимание, всем всего хорошего, пока.